Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Обратите внимание на этот момент. Я залипла на руки Тэхёна и ухо Чингука. 9 место. Ревность Чингука. 2 паника Чингука, когда увидел Тэхёна с другим мужчиной. Это был кто-то из стаффа. Но я лишь в очередной раз хочу сказать о том, какой милый Чингук в фазе собственника. Но ничего не поделаешь, его мишка всем очень интересен. Чингук принес с собой вино, но это Тэхён опубликовал фотографию с бутылкой вина. Позже в прямом эфире Тэхён рассказал, что этот и Гу не спали ночью перед их важным днем и провели ночь вместе, успокаивая свою нервозность. Тэхён сказал: «Мы с Чингуком не спали, да?» Восьмое место. Он так очарован. Чаще мы наблюдаем, как Чингук веселится и в целом не может устоять на месте. Но в этот раз Тэхён зажигает, и посмотрите, с каким восхищением и широкой улыбкой на лице на него смотрит Чингук. Чингук прям растворяется в своем Тэхёне. Сколько раз видела этот момент и все равно любуюсь ими. Тэхён исполнил идеальный танец. В глазах Чингука восхищение, обожание и немой восторг. Седьмое место. Взгляд Чингука на губы Тэхёна. Шестое место. Обожаю этот момент. Любовь – это попросить его потрогать свои накачанные руки и оценить, потому что вы тренируетесь вместе. Защитник малыша и малыш. Пятое место. Чингук с такой нежностью смотрит на Тэхёна. Немного отвлечемся. Отец солдата-повара, который служит в подразделении Тэхёна, опубликовал пост. И вот что еще более удивительно. Не так давно Тэхён был приписан к подразделению моего сына. Несколько дней назад в подразделении было мероприятие, и Тэхён спел пару песен. Женщина на кухне сказала, что он поет гораздо лучше, чем многие певцы. Теперь моя дочь просит брата во что бы то ни стало взять автограф у Тэхёна. Красивый Тэхён в Твиттере 9 лет назад. Мы много готовимся, поэтому должны приложить все усилия.
Вопрос для Тэхёна. Вырази рисунком способ, которым ты мог бы защитить армию. Я хочу быть тетраподом для армии, чтобы защитить их от всех свалившихся на них плохих событий. Мне хотелось бы стать тем существом, которое способно поглотить все плохое и превратить его в хорошее. Фото Тэхёна с владельцем ресторана Atomix. Какой он красивый, и его открытый лоб, как его люблю. Опять в сетях начался срач по поводу свидания Чонгука и Тэхёна в ресторане Atomix. Наши соседи никак не могут успокоиться. А некоторым можно только посочувствовать и посоветовать. Да займитесь вы уже стримингом, что ли, вместо того, чтобы написывать владельцам ресторана всякий бред. Вся жизнь этих недоармий посвящена тому, чтобы пытаться доказать, что Чонгук и Тэхён не общаются никак. И если и встречаются, то только в окружении остальных участников. Какая же жалость, что жизнь им регулярно дает по лицу, ведь Чонгук и Тэхён близки и не скрывают этого. И да, не забывайте, как Чонгук и Тэхён сидели в той тесной кабинке, на коленях друг у друга. Они были только вдвоем и, возможно, наслаждались обществом друг друга, обнимались и целовались. Я повторю это еще раз, если вы не поняли. Чонгук ушел в маленький туалет, расстегнул рубашку до пупа и делал счастливые фотки с Тэхёном. Не с Чимином и Хосоком и другими, а с тем, кто вам как кость в горле. Знаменитый корейский режиссер Ку Джа-ук восхитился клипом на сольную песню Чонгука «Seven» и назвал его образцом для подражания в будущем. Когда я увидел клип на «Seven», он был действительно потрясающим. Говорят, что он работал с голливудской командой, но как он вообще может снимать такой клип? Думаю, после того, как он был выпущен. Я только что говорил о музыкальном клипе с персоналом. Из интервью с Тэхёном 2022 год. Вопрос. Были ли у тебя какие-нибудь запоминающиеся сны в последнее время? Ответ Тэхёна. Как-то во сне я отправился на пляж в компании 8 или 9 человек. Мы гуляли по пляжу, вместе играли в волейбол и вышибалы. И серьезно, они все были съедены. Обычно, когда ты плаваешь в океане, тебя могут съесть такие существа, как акулы, верно? Но это невероятно. Моих друзей съели моллюски. Некоторые из них были пойманы, а другие просто исчезли. Меня также внезапно съели моллюски, и я превратился в привидение. Среди недавних снов это заставил меня задуматься. Что? Такие сны вообще бывают? Тэхён и Борахэ вошли в историю цвета. 감사합니다. 보라해. Дизайнер Ким И Сон, которая ведет колонку под названием «История цвета», упомянула Борахэ Тэхёна в своей недавней статье, заявив, что фиолетовый – это символический цвет, который вызывает в памяти хорошие и романтические чувства. Слово «борахэ» стало популярным после того, как его произнес Тэхён из BTS. Оно означает лелеять и любить до конца видимого цвета. Фиолетовый распространяется как тенденция в значении любви. Какое очарование есть у него? Фиолетовый долгое время был более дорогим цветом, чем золото, потому что его было трудно собирать в качестве красителя. Таким образом, это символический цвет богатства и власти, королей и знати, и он имеет противоположные образы страсти и стабильности, энергии и спокойствия в гармонии. Фиолетовый, благодаря своей двойственности, дает нам ощущение свежести и таинственности, а также ощущение стабильности. Психологически фиолетовый стимулирует воображение и творчество, а также повышает концентрацию. Это также один из любимых цветов художников и творческих людей, поскольку он символизирует духовную энергию и умственный рост. Джихун из группы Treasure упомянул Чонгука в прямом эфире.
Я только что открыл плейлист K-pop с множеством песен и просмотрел его полностью. Ой, я знаю Seven. Я прослушал весь альбом Чингука, поэтому знаю Seven. 4 место. Чингуку нравится засыпать с Тэхёном. А еще Чингук очень нежен с Тэхёном. Тот самый нереально горячий вампир. Чингук сказал: «Я тебя найду и укушу». 맞아. 울어버릴 거야. Но мы-то с вами знаем, кто на самом деле вампирчик в этой семье. Тэхён кусает отменно. Укусить любимого – это такое удовольствие. И это от избытка чувств, чтобы крепко-крепко и сильно-сильно. Обожаю этот момент. Третье место. Сексуальное напряжение между ними. Меня немного пугает выражение лица Тэхёна при взгляде на Чингука. Хочется спросить у Тэхёна: «Тэхён, ты же уже поужинал? Или это твой десерт?» Юные и нежные Чингук и Тэхён никогда не упускали возможности быть рядом, касаться друг друга. Такая нежность и забота по отношению друг к другу в столь юном возрасте. Даже взрослые не всегда умеют так заботиться. Мне кажется, Чингук и Тэхён друг для друга в тот период были и родителями, и братьями, и друзьями, и любимыми. Они милые, чудесные, на них смотришь и получаешь огромное удовольствие, от них такое доброе тепло исходит. Это такой недооцененный момент. Когда Тэхён сильно расшалился, а Чингук все равно терпел, хоть и безумно устал. Второе место, когда рука автоматически тянется обнять. Объятия любимого человека или вашего партнера могут стать отличным источником облегчения. Прикосновение романтического партнера будет приятнее, чем объятие незнакомого человека. Из-за общей истории эмоциональной близости и сексуальной близости, которая есть у пары вместе, быстрое объятие на кухне перед уходом одного из вас на работу может значить больше, чем объятие кого-то, кого вы плохо знаете или вообще не знаете. Объятия снижают уровень гормона стресса кортизола и повышают уровень гормона любви окситоцина, восполняющего кровяное давление, и гормона антидепрессанта серотонина, который уменьшает тревогу, а также дофамина, он отвечает за удовольствие. Исследования показали, что те из нас, кто довольно легко вступает в телесный контакт, обнимает другого, держится за руки, гораздо реже подвержены повышенному или пониженному давлению и риску развития сердечно-сосудистой патологии. Врачи отмечают, что объятия способны уменьшить физическую боль, помочь расслаблению мышц и бороться с депрессией. Они снижают общую усталость, улучшают работу иммунной системы, делая организм более устойчивым к инфекциям, отметила Мария Зайцева.
Самое очевидное, но от этого не менее значимая польза заключается в демонстрировании привязанности к человеку, которого мы обнимаем. Этот жест помогает выразить свои чувства так, как не способны слова. То, как мы физически взаимодействуем с людьми, многое говорит о нас. Осязание – первое из чувств, развивающееся еще до нашего появления на свет. Поэтому прикосновения играют важную роль в эмоциональном благополучии, например, в любовных отношениях. Физический контакт во время объятия не только помогает нам почувствовать себя в безопасности, но и повышает самооценку, делает нас более уверенными и счастливыми, развивает способность к любви самому себе. Первое место. Не забываем время, когда Чонгук и Тэхён написали друг о друге. Вопрос: в чем хорош Чонгук? Ответ Тэхёна: говорит сексуальные слова милым голосом. Вопрос: в чем хорош Тэхён? Ответ Чонгука: говорит приятные слова сексуальным голосом. Для любимого он всегда показывает себя сильным. Это так ценно. Делаем выводы. Даже в таком плохом качестве видно, куда смотрит Чонгук. У Чонгука только одно направление глаз на своего Тэхёна. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!